Добрый день, уважаемые зрители. Вернемся еще раз к шнурам. Верхний шнур, вот это называется патент, финский шнур. Это поплавок, который оплетен шнуром и встроен сразу в шнуре. Он бывает разной разгромовки. Есть шнур, просто шнур, полипропиленовые шнуры. Их также можно использовать на низ и также использовать наверх на поплавок. Можно, дешевле будет вопрос, вот патент, использовать вот просто шнур, плетеные шнуры с сердечником, да, и с поплавком на шнуре. То есть вот такие шнуры, это полипропиленовые шнуры, полипропиленовый шнур. Даже раньше, когда их не было, скажем, в продаже, там, в 90-х годах, делали сами приспособления для изготовления этих шнуров. Покупали там сразу же бобины, или где-то их доставали, которые раньше тортики обвязывали, да, торты обвязывали вот такой веревкой, полипропиленовой, такая белая была. Вот из них как бы делали эти шнуры. Вдвоем. Один стоял на станке, там приспособление, крутил ручку, а второй поправлял эти веревки, шнуры, и заплетали, делали вот такие шнуры. Плетеные тройные шнуры делали. Да? Если у вас шнур, то есть крутится, есть какой-то у вас шнур там, или веревка капроновая, только капроновая, она у вас крутится, к примеру, да, ее можно раскрутить. Мы зимой делали как? Привязывали, допустим, к бурану, привязали один конец, там какой-то метраж этой веревки, там 100 метров, да, и едешь там по льду. Пока едешь, она размотается. Или там привязать ее к машине, да, ну где-то более на лесной дороге. Но распутывать там эту веревку, развивать лучше зимой, да, когда снег лежит. Потому что если летом, то она истирается об камни, об дорогу. Также можно по лету, это там на катере. На катере есть веревку, да, и она у вас распутается, разовьется и будет прямая, хорошая веревка. Потом ее смотали там и уже можете использовать. На сегодняшний день непосредственно применяются шнуры, уже плетеные шнуры, разные разгромовки, в которых встроены уже грузы. Свинцовые идут косички. Они уже грузовые, они тяжелые шнуры. Разные имеют свой вес. То есть, допустим, там, от каких-то параметров, там, как правило, начинают выпускать его от 12 грамм и выше. Там порядка 250 грамм идет на метр. То есть тут представлено, что они выглядят вот так, они плетеные, тут плетение идет, они плетеные и стоят уже свинец, там, бочоночками такими. Можно использовать простой обычный вот шнур, взять шнур простой, да, там шнур на низ, его поставить, да, если вы делаете сеть, то можно использовать вот этот уже шнур. Поставить и уже потом приделать к нему кольца. Это будет дешевле, чем, допустим, шнур. Ну, это более проще, там меньше места занимает. Но также можно сделать и с кольцом. Непосредственно, если вы используете там по лету, скажем, в летний период времени рыболовные сети, то вы можете поставить спокойно финский вот такой поплавок, да, или такой же плавучий шнур, бывает сплошной шнур. Также идут такие шнуры сплошные, плавучие шнуры. Там внутри идет наполнитель, да, который имеет там плавучесть свою. Они также сплошные шнуры, бывают разные плавучести свои, там, скажем, от 5 грамм плавучести, то также там порядка 100 грамм плавучести. Ну, как я уже говорил, эти шнуры немножко применяются в производственных моментах, где массовая продажа сетей. Есть момент какой? Если вот такой шнур, полипропиленовый шнур, если вы рыбачите круглый год, то лучше поставить на поплавок, на полипропиленовый шнур и на поплавок рыболовную сеть. Почему? Потому что этот шнур не обмерзает зимой. Он зимой не обмерзает. Хорошо с ним работать.
То есть на майне, когда вы работаете, да, проверяете сети, хороший мороз. Но у всех разные, в разных районах разные температурные режимы. Да, скажем так. У кого-то холодно, у кого-то теплее зима. Если у кого мягкая зима, то вполне хватит, скажем, такой шнур или на поплавочек. Но и сплошной шнур, допустим, сплошной. И вот такой, который встроены поплавки, по зиме они немножко теряют свои свойства, потому что плотность воды немножко другая. И немного они сеть притапливают. Сети стоят немножко ниже, чем они должны стоять. Ну, это небольшое как бы изменение, но такой факт имеет место быть. То есть вот эти непосредственно шнуры. Какие шнуры, как я уже говорил, там, да, поверху, да, жесткие. То есть в зависимости опять, что вам ставить, разницы нету, да, там ценовая политика есть. Но немножко мягкие шнуры, они немножко растягиваются. Со временем чуть-чуть растягиваются шнуры эти. То есть по непосредственно уже по лету, там, у кого мягкая зима, можно использовать любые шнуры. У кого более тяжелые условия, да, то уже непосредственно лучше ставить полипропиленовую, плетеный там шнур или крученый шнур. Вот, допустим, это крученый шнур, да, такие же бывают шнуры, они плетеные шнуры. То есть плетеные, они, вот, нету такого кручения у них. Есть такие же плетеные шнуры на плетеный шнур, он не обмерзает. На мереже обязательно только такой шнур, потому что кто занимается рыбной ловлей, там, они мережи, как правило, ставят и зимой, и летом. У них только такие шнуры стоят. Спасибо за внимание.